Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыл это видео и заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад, Таро прогноз. Что ждет в ближайшие дни? С чем это будет связано? Давайте узнаем, что скоро случится, что будет происходить, что идет в целом в вашу жизнь, на пороге каких событий вы стоите, или кто идет, может быть, в вашу жизнь. Давайте с вами узнаем. И, конечно, поскольку расклад общий, будем реалистами, всегда об этом говорю. Мы вначале сделаем сигнификацию и спросим, как карты видят вас. А вы зададите себе вопрос, насколько это откликается вашей душе. Прислушайтесь к подсказкам собственной души. У нас сейчас такой период, когда мы можем слышать много информации, много, в принципе, событий, которые вокруг нас присутствуют. Мы на это не влияем, но вот события или люди оказывают влияние на нас. И с учетом планетарных транзитов не всегда есть как бы точное определение того, что есть смысл продолжать, а что нет. Вот поэтому дважды слушайте подсказки собственной души. А мы с вами рассмотрим наш расклад с позиции позитивной психологии. Итак, кто вы? Кто сегодня пришел на наш расклад? Принц мечей. Честно, бунтарь без причины. Иногда есть такое, ну да, может быть, это вам уже хочется взбунтоваться, потому что, да елки-палки, надоело там что-то. Мы ведь все разные. И понятно, у каждого есть свой какой-то пункт в судьбе, который, ну, очень символично похож, может быть, на какой-то заезженный сценарий, какой-то дежавю. Прежде мы в какой-то подобной ситуации были, дали себе как зарок, а потом так вот незаметно соскользнули, дали себя уговорить или, может быть, ну, допустили какую-то ошибку, и вот теперь хочется это переделать. Со знаком плюс именно эта карта идет, когда мы ищем истину, правду, и мы ее находим. Значит, есть какие-то темы у вас. Может быть, это касается все-таки мечи. Мечи всегда интеллект. Есть какая-то ситуация, явно не нова, с которой хочется разобраться. Причем вот так вот раз и навсегда. Может быть, вот какое настроение, да, кто вы. Хочется от чего-то одним махом освободиться, потому что явно либо вы не видите прогресса, либо вам это просто что-то надоело. Вы могли, кстати, недавно от чего-то отказаться по той же самой причине. Кто вы? Ну, точно. Кто-то отказался от отношений, кто-то отказался. Или где-то вы, ну, как момент перехода. Может быть, знаете, вибрирующей энергии. Вы уже в полушаге от того, чтобы кому-то сказать «нет». И вам хочется именно нового какого-то драйва, вообще, в принципе, чтобы новые энергии пришли в вашу жизнь, новое вдохновение, какая-то прежняя история, которая вам и не только надоела, а может быть и замучила, вы смотрите в будущее. Но вот нулевой аркан нам говорит, да, вдохновения у вас сейчас достаточно. Вот где-то импульс, который нас, ну, так невидимым образом подталкивает вперед и говорит, ну, ты, главное, иди вперед. Ты, главное, не застревай в каком-то пункте и моменте. Это как побудительный мотив, шикарно. Но мы ведь не шуты, изображенные на карте. Мы можем оступиться. И собака, которая всегда как прообраз Анубис. Анубис – это у нас, как мы знаем, бог подземного мира, бог прошлого. С одной стороны, он нам помогает прошлое оставить в прошлом, да, и как будто говорит, иди налегке. Оставь вот там вот за плечами все свои переживания. Но ведь именно он и как будто собака, да, ну, прообраз, если мы говорим, как будто пытается нашего шута остановить. А он закрыл глаза, и он уже так вдохновлен своим проектом, может быть, готов именно ногу занести над этим обрывом, а в данном случае невидимые силы нас пытаются остановить и говорят, хотя бы открой глаза, посмотри под ноги. Нужно что-то вам сделать более реально, вдумчиво, осторожно. Ну вот, может быть, это вы готовы устремиться вперед, а есть еще какие-то темы из прошлого, кстати. Не повторить еще раз какую-то ошибку. И вот вам хочется взбунтоваться, да? Но, значит, еще, мои дорогие, без обид, тут явно две карты говорят,
что если ты повторишь какой-то прежний сценарий, ты как экзамен жизни не сдашь. Ты можешь опять вот найти какие-то прежние грабли. Может быть, и вы сейчас где-то, ища вот эту правду, истину, пытаетесь как раз и найти, в чем я допустила или допустила ошибку. Потому что мы ведь тут с чем-то не согласны. Но, может быть, и люди поступили как-то не очень красиво, может быть, ситуация была в отношении нас несправедлива, но и сами все же, по крайней мере, карты предполагают, мы можем допустить какой-то ляпсус, который мы уже прежде допускали. Кто вы? А вот тебе надо продумать. Двойка жезлов в этой колоде, посмотрите. Практически как человек, у нас тут арки изображены, мы уже видим пространство, уже возможности на горизонте, мы их видим, но продумывает, как какая-то аффирмация будущего идет у человека. Он ожидает, он не торопится с того места буквально сразу перемахнуть на этот корабль. Это более вдумчивые последующие действия. Да, может быть, и надоело нам словно путешествовать от одного жезла к другому. Явно в вашей жизни есть какая-то ситуация, набившая оскомину. Или, наверное, как по Хирону Вовне, повторяющийся сценарий. И хочется уже выйти из этого сценария. И у нас прекрасное время до конца 25-го года, это точно. Но, наверное, было бы неразумно так с места в карьер прыгнуть. Я оставлю ссылку в описании под видео, мои дорогие. Перейдите на мой сайт, чтобы уже так подробно на аспектах астрологических не останавливаться. У меня 2 статьи. Хирон Вовне, да, вот, и они перекликаются, кстати, между собой, и коридор возможностей. Ссылки есть, кому интересно, вы можете свою ситуацию переложить именно на ту информацию, которая в статье, подсказок будет больше. Мы с вами идем вперед. Поэтому тут именно вдумчиво что-то нужно. Ведь принц мечей – это импульс. Вот вы уже на импульсе готовы что-то совершить, а нам говорят стоп. Тут надо что-то просчитать. Не повторить какую-то ошибку. Ну точно. Смотрите, ну вам все 4 карты. Хочу все переиграть, хочу все изменить. Все мне надоело, я с чем-то не согласен. Но если не все, пусть один какой-то пункт, но, видимо, он какой-то основной. По 8 кубков есть ситуация для кого-то из вас выбора сейчас. Вот эти 2 жезла, да? И мне нужно определиться с чем-то. Вы можете искать, кстати, информацию сейчас, вплотную заниматься тем, что вам нужны доверенные люди, доверенные какие-то организации надежные, да, которые вам проясняют нужные вопросы, как бы, или ответят на эти самые вопросы, чтобы вот эта траектория, она была такая с подстраховкой, хочется сказать. О подстраховке нам уже говорит не одна карта. Мы можем куда-то, или вы даже готовы сейчас, кстати, отправиться куда-то налегке. Карта говорит, 8 кубков, ты решишь этот вопрос. Вот это точно. Мы всегда решаем этот, или проблему какую-то поставленную, задачу. И налегке-то мы тут тоже идем, кстати. Может быть, для кого-то из вас необходима дорога, путешествие, буквально какое-то перемещение для того, чтобы ситуацию прояснить. Или вам самим на что-то решиться. Ведь это карта, когда и решение, и решимость сделать первый шаг. Человек уходит и даже не оглядывается, хотя эти кубки, может быть, там есть еще что-то, осталось в них, да, может быть, 3 как минимум полные, но человеку это не имеет уже значения. Есть что-то в прошлом, что как оскомина. Не хочется даже оглядываться, не хочется даже останавливаться, понимаете? И человек готов, он как по направлению Луны. С одной стороны, это надежда на самого себя и готовность где-то, когда мы мужество уже свое собрали в кулак. Потому что 1000 неопределенностей, это ясно, вы осознаете, вам еще придется пройти. Здесь люди реалисты. Но, видимо, знаете, у всякого есть терпение, у всякого оно заканчивается. Вот у вас как будто основной мотив, как будто терпение, знаете, как последняя точка накала. Кто вы, что у вас происходит прямо сейчас? Но явно тут кого-то могут быть вопросы по части жилья, места пребывания, местонахождения и согласований. И, может быть, вроде бы как это праздник после победы. Карта где-то говорит, у тебя получится вот что-то осуществить. Но, может быть,
тебе нужно не спешно, а более так просчитать. Может быть, и правда подстраховаться. С одной стороны, карта обещает победу, с другой стороны, вам ее могли пообещать, мои дорогие. Явно были какие-то предварительные встречи, контакты, договоренности. У кого-то это, кстати, может быть и личная жизнь с какими-то прежними договоренностями. Но, может быть, первые карты говорят, что что-то пошло не так. Вам явно было что-то обещано. Или какое-то дело имело основание, основание точно было. Но, видимо, потом что-то пошло не так. У вас есть тот пункт, который заставляет переложить либо вашу идею, мечту, задумку с учетом тех событий, которые сейчас происходят, на новые рельсы. Или что-то передумать, переиграть. Потому что вот то, что было прежде, которое у вас, возможно, не вызывало вообще никаких вопросов. А вот теперь почему-то происходит именно так, что либо задержки, и уже нет сил ждать, либо вы, может быть, и кому-то не верите, кстати, потому что по принцу мечей мы все-таки никому не верим. Это основной побудительный мотив, почему и эмоции, как я говорила, бунтарь без причины. Сама душа как будто взбунтовалась. Мы явно с чем-то не согласны. И мы видим корень проблемы в том, что, кстати, не в том, что мы где-то даже доверились, кстати, или совершили какой-то неосторожный, может быть, и через доверие шаг. А когда мы видим, что мы потеряли время. Да, возможно, вы уже потеряли в чем-то время, в какой-то прежней ситуации, и это было у кого-то давно. Вот у кого-то здесь возвращение прежней истории, неважно, по части дома, может быть, по части личной жизни. У кого-то конкретно с бумагами, документами, оформлением что-то теперь застопорилось. И вы думаете, что я просто боюсь потерять время. Тут, знаете, есть смысл не терять время, но тут есть точно такой же, как и по времени смысл, так и не повторить свою ошибку, понимаете? Тут что-то состоит как минимум из двух частей. Кто вы, что происходит прямо сейчас. Вот вам нужно, правда, по королю Пентаклей. Вы ведь, посмотрите, это как вас сигнификация, мои дорогие, того человека, кто, ну пусть даже консерватор. Вот, видимо, к тем вопросам, которые вы сейчас рассматриваете, занимаетесь, тут конкретное дело есть, которое, вот, знаете, пробуксовывает, это точно. Король Пентаклей будет говорить о человеке очень рационально. О человеке, который живет по традициям, правильном человеке, который живет по закону. Тот, для кого ценности не пустой звук. Это и семейные ценности, это и моральные ценности, это и власть закона. Вот для вас это все правильно. Может быть, у кого-то по закону что-то было совершенно, ну, с какими-то вариациями, когда... А и правда, законы бывают, подзаконных актов много содержат. Иногда от того, какой ловкий этот адвокат, как это что перекрутил, переложил, мы получаем совершенно другой итог. Вот, может быть, вы какую-то ситуацию даже сейчас, у кого-то даже в суде, может быть, и есть вариант что-то пересмотреть, передумать, ну, или в каких-то еще иных решениях. И вы надежный человек. И пусть, мои дорогие девочки, к примеру, да, поскольку у нас здесь король, вы сейчас вынуждены думать как мужчина, причем вот так вот рационально, надеяться на саму себя и понимать, что, может быть, это для кого-то из вас, буквально от вас зависит вся семья, вот так, и не только дети, а еще и даже какие-то родственники, да, или вообще финансовая составляющая, будем говорить, вы понимаете, именно теперь, что благодаря, ну, где-то части и деньгам, а это один из способов взаимодействия с миром, или деньги, вот какая-то сумма понадобится, и я смогу как раз осуществить свое желание. Но явно денежная составляющая не на последнем месте. Почему? Потому что четверка жезлов – это тоже где-то материальная карта. Вот как 4 жезла – это как основа, 4 столпа. И вот с одной стороны есть ваша ресурсность, но нельзя ее растерять. Импульс нам не поможет. Но вот для кого это совпадает? Вот противоречивые какие-то, да, энергии. Вы именно как что-то надоело, как хочется или, может быть, кажется, если я сейчас вот так быстро, ну, как-то ускорю это дело, оно пойдет на лад. А нет.
на лад не пойдет. Тогда это будет какой-то еще неосторожный шаг. Карты нас точно от поспешных действий или поспешных заявлений, мои дорогие, останавливают. Нужно, вот как вы сами. Здесь у нас надежные, ответственные люди. Вот, может быть, собрать где-то волю в кулак. Вы себе потом явно скажете спасибо. Тезис-план как минимум создайте. А то и план А, план Б, план С. Действуйте первым планом, а потом не сработало, ладно, попробуем Б. Ну, не сработало, окей, тогда С. Вот тут что-то такое. Уже с первого ряда нам где-то к этому приготовиться, говорят. Ладно. Так что же скоро? Что может быть для вас, кстати? Давайте узнаем. Скоро и неожиданно изменится. Вот так и хочется сказать. Что скоро случится. Или что произойдет. Как будет развиваться вообще вот эта ситуация? Вот видите, какие полярные энергии. С одной стороны, мы бунтуем, а мы-то сами еще в иллюзиях. Тут есть какая-то путаница. Может быть, вот искать правду? Причем ее искать, так знаете, где-то включив интеллект и рационализм. Прекрасно. Потому что у нас еще розовые очки. Вы явно еще какую-то путаницу до конца не прояснили, что скоро случится. Вот эта путаница будет шаг за шагом проясняться, да это точно. Вам нужно, как я уже говорила, выяснить, как в отношении вас работает закон, или обратиться к узкому специалисту, вверху аркан шута. Король мечей ни разу не о риске. Может быть, вы столкнетесь как руководители, у кого-то ситуация по работе. Или вы столкнетесь с чиновниками, официальными лицами, теми, которые имеют какие-то полномочия, или длинные руки, или сферы какие-то влияния. Всегда по королю мечей, она очень емкая карта, но имеется в виду тот человек, который работает либо по приказу, либо в рамках полномочий. Но он тогда нам и говорит, объясняет, как нужно что-то делать. Иногда это юристы, адвокаты, у кого-то действительно вопросы в суде. Может быть, для кого-то из вас не было, например, консультации, не было адвоката, а тут вот нужно как раз, может быть, для того, чтобы как-то правильно решить ваш вопрос, вам тут нужно знать наверняка. Не по шуту на авось, да, по наитию, а более чем приземленно, мои дорогие. Может быть, это вы столкнетесь с каким-то человеком, который тоже рациональный. И если мы сами где-то там, вот, да, в облаках, а человек рациональный, так у него тогда ресурсов окажется больше. И тогда есть риск опять как просчитаться, понимаете? Вот тут нет, нам снова говорят, никаких иллюзий. Ну, какие-то холодные энергии, холодная голова и такой жесткий рационализм. А шут это всегда импульс. А принц меча это тоже все-таки импульс, очень сильный. Что скоро произойдет? Вот ваша задача на сегодняшний день, как избавиться от внутренних сомнений и страхов. Это вас, кстати, тоже держит. Держит именно потому, что вы боитесь. Вы боитесь, какая-то история у вас повторится еще раз. Ну вот, может быть, это проверка на прочность. И правда у кого-то совпадет с тем, что вам придется, конкретно вот карта говорит, куда-то отправиться. У кого-то путешествие, может быть короткое, у кого-то подальше. Вам придется либо встретиться с каким-то доверенным лицом или надежным человеком, или это пусть будет официальное лицо, которое вам объяснит, разъяснит какой-то порядок. И вы будете уже отталкиваться от этого, и тогда у вас, кстати, страхи внутренние улягутся. Вот здесь вам нужно что-то прояснить. Причем не самому сидеть додумывать, ведь это карта глубокой философии, я ее так называю, на мелком месте. Девушка, ей кажется, мои дорогие, это все то, что изображено на карте, ей кажется. Повязка на глазах. Она смотрит вглубь себя. Она не видит, что вокруг нее, поэтому пелена какая-то должна, может быть, как и в виде иллюзий, но так и глубокой философии. Ей кажется, что она как опутана вот этой веревкой, да, как канатом, что вокруг нее забор, на самом деле этого не существует. Ей страшно, боязно, одиноко. Вот тут, правда, есть у вас, мои дорогие, тот вопрос, который вы будете решать в одиночку. Вот в этом точно. Поэтому, может быть,
и знать законы или знать какие-то положения, правила, регулировки. Поверьте, вы себе скажете спасибо, потому что вы как подкованная личность, ну, хочется так сказать. И вот это ощущение, да, как уязвимости, потому что босая девушка, голое тело, да, голые плечи. Имеется именно «я уязвима» или «уязвим сейчас». А когда вы подкрепите это какими-то знаниями, тут нельзя просчитаться. Тогда, скорее всего, вы как соберетесь и еще куда-то продолжите путь. Это карта заслуженного успеха. Вот смотрите, вы уже как будто готовы по направлению к Луне. А Луна– это тысяча неопределенностей. Тут важно будет собой не рисковать, мои дорогие. А тут нужно именно что-то просчитывать. Для кого-то из вас подготовка необходима. Вот именно подготовка. Кто-то изучает языки, очень, опять же, емкая карта, когда мы, ну, можем, кстати, для того, чтобы даже куда-то отправиться или осуществить свою мечту, именно добавляем тоже себе знаний. И знания разные. Тут мы про персону говорили, какую-то значимую, или у которой ресурсы в руках, по которой нам подсказывает, как правильно делать и как лучше не делать. Или консультант какой-то, ну так в общем назовем. А это мы сами тут добавляем себе знаний, изучая именно что-то. Кто-то изучает языки, да, и все зависит от ваших планов, куда вы там собираетесь отправиться. Может быть, поближе, не дальше, как конкретный кабинет в каком-то учреждении, да. Но тогда нужно понимать, как вы построите диалог. Кто-то будет учить язык программирования, кто-то осваивать профессию новую. Очень символично. Но мы можем сомневаться, получится, не получится. Но вот как будто скоро, если вы где-то сами будете двигаться в сторону вот именно тех людей, тут вам надо решиться, это точно. И найти вот эту персону, которая вам способна вот так беспристрастно, без эмоций внести ясность в вашу жизнь. И, может быть, вас даже где-то судьба или обстоятельства вам как будто подсказывают, ну, или вы можете, ну, просто даже банально начать искать информацию и как выйти на нужного человека. Может быть, это и вы где-то, но тут я больше вижу, что, понимаете, человек не появится неожиданно, вам самим нужно найти. Потому что по бокам, с одной стороны, воодушевление, да, там бабочки в животе, розовые очки, а с другой стороны какая-то философия, которая, ну, вообще и ни разу она вам не помогает. Нет, тут надо самого себя перестроить на другой лад, а потом что-то разузнать и действовать, что скоро и неожиданно, может быть, нам продолжат. У вас тут может появиться, вам, знаете, вот скоро и неожиданно. Может быть, вы буквально как имеете контакты с каким-то человеком, дальше вы продумываете как свою траекторию, и вот, может быть, скоро и неожиданно в вашей жизни появляется человек, король жезлов, харизматичный лидер, который вам будет что-то говорить, рассказывать, как нужно поступить, но вы эту ситуацию пока не видите. Это словно ситуация на другом берегу, вас еще там нет. Или пусть это будет касаться личной жизни или дела, тут у кого что. Вот здесь вас тоже могут накормить обещаниями. Вот мне так и хочется сказать. Харизматичный лидер– это больше руководитель, командир. Тот, который говорит, будет так, не будет эдак. Но это только слова. Сам он не будет включаться в какой-то вопрос или на определенную долю, но не на долю ответственности. А вам в последующем придется где-то опять надеяться на себя. Ну, давайте еще одну карту. Что это за персона? Что там скоро и неожиданно? Может быть, это вообще какой-то другой человек или тот, которого вы знаете. Или сама по себе ситуация действительно дежавю и напоминает еще раз. Ну так, пусть даже люди другие, мои дорогие, но где-то может напоминать по обещаниям ту обстановку, в которой вы или находились, или какие-то разговоры, которые были вам сказаны, которые были обещаны. Мне не очень приятно это говорить, но я четко вижу, что есть персона, которая вам может предложить ровным счетом то, что вам когда-то предлагали. И именно по этому был фиаско.
А вы кому-то доверились, мои дорогие. Вот здесь через доверие был какой-то вами совершен ляпсус. И, видимо, может быть, это свойственно некоторым официальным лицам, ну, может быть, да, или тот человек, с кем вы можете контактировать, может быть, по жизни личной, но, видимо, попытается человек в реку войти дважды. И вот ваша задача, ну, не просчитаться. Здесь вам именно на ваше доверие экзамен жизнь может устроить скоро и неожиданно. Ладно, так а к чему тогда это все идет? Что же прояснится? Чего ждать, мои дорогие, в ближайшие дни? Это вот все в ближайшие дни. Какая-то многозадачность и уже очень хорошо известная, набившая скомину ситуация, от которой вы устали. Но следом, смотрите, вы получите известие. То есть, может быть, у вас будут какие-то разговоры. И даже в какой-то теме в разговоре вы можете часть информации, полученной, проигнорировать, потому что, да, это будет что-то до боли знакомое, и вы этому верить не будете. Но какой-то элемент, видимо, рационализма включится в вас самих при контакте с конкретным человеком. Он вам скажет, как знаете, как кодовое слово или парольное слово, как ключевое какое-то, и вы как будто ухватитесь за эту возможность. Это, знаете, не случайная случайность какая-то может быть. Или оброненная фраза, когда вы ее додумываете, и у вас какой-то пазл будет складываться, и это будет указывать правильное направление. Как вам действовать, как вам не действовать, и где себе соломки подстелить. Да, вам, скорее всего, придется несколько пересмотреть свои планы. Тут вот как раз и прояснится что-то затянутое, вы будете понимать, каковы ваши приоритеты, каковы ваши возможности и в чем риск. Вот это у вас будет проясняться. Это точно. Что еще прояснится? Чего ждать в ближайшее время? Вот однозначного какого-то вашего решения. Видите как? Чем, наверное, наш мозг, как компьютер, чем больше мы туда информации забросим, введем, да, тем в конечном итоге нам какой-то продукт и оно и выдаст. Ну, вот точно так же, чем больше информации вы насобираете, тем больше, ну, как горизонт или пространство перед вами, оно уже как расчищается, и вы уже более четко видите, какие будут у вас ресурсы в руках. Может появиться следом за вот этой новостью еще одна какая-то новость. Они могут быть где-то взаимосвязаны. Имеется в виду, вы что-то узнали, услышали, а потом у вас, кстати, вы получите еще либо подтверждение, либо какую-то бумагу, документ, когда вы точно будете еще более четко понимать, как вам действовать. Может быть, это будут какие-то согласования. Может быть, вам придется даже подписывать какую-то бумагу. Но всегда туз жезлов – это словно шанс. Вот этот шанс, вы его действительно, я говорила, не случайная случайность. И вот будьте где-то к этому готовы, потому что это явно что-то альтернативное. Что прояснится, что ждать в ближайшее время. Ну вот и смотрите, если у нас прежде, да, была двойка жезлов, мы ходили как будто от одного жезла к другому, вот я говорила. А вот теперь уже все. Человек, вот эти два жезла, как будто он уже на берегу, и он ждет, когда в гавань зайдут вот эти корабли. Возможностей у вас, во-первых, будет больше. Вот, видимо, для вас вы еще не всю информацию как будто нашли, мои дорогие. Вам, если вы задумали какое-то дело, нужно, ну, рассмотреть не просто для себя план А, план Б, план С, а еще какую-то информацию как будто найти. Или выйти на какого-то нужного человека. Или самим сделать некоторые шаги. Потому что шаг за шагом у вас как вот этот горизонт, да еще и с большими возможностями открывается. Последний какой-то заключительный аккорд, вот буквально перед тем, как куда-то мы поедем, отправимся, или мы на что-то решимся. Ведь человек стоит, буквально повернувшись спиной, но нам говорят, у тебя есть еще ряд вопросов, которые ты не решил, а они увязаны с прошлым. Вот, видимо, тут и какой-то гештальт вам требуется закрыть. Что еще у вас тут будет в ближайшие дни? Чего ждать?
Опять же, карта учебы, карта сдачи жизненного экзамена. Тут могут быть для вас оформление по бумагам, ну так в целом. А может быть, кто-то из вас и буквально пойдет получать какой-то сертификат, может быть, и по обучению, может быть, этот сертификат или какая-то важная бумага, которую быстро не получишь, а вам еще придется проделать какую-то работу. 2 тройки. Тройка всегда карта будущего. Но вот этот подготовительный, по сути дела, это мы подготавливаемся, мои дорогие. Это не есть, что мы уже оп и перепрыгнули. Но вот у вас идет, посмотрите, от начала до конца уход от какой-то рутины, и то, что я говорила, да, тут либо контакт, либо новость, либо вы сами просто с тем, что услышите, правильно провзаимодействуете, как не случайная случайность. Дальше какой-то старт, возможность. И вот у вас ситуация шаг за шагом проясняется. Что это будет еще в ближайшие дни? Аркан умеренности, мои дорогие, будьте внимательны, потому что вот у меня сегодня колода Таро Иллюминатов. Кто на канале Таро Немо пришел с канала Таро Спиратьона, явно слышали объяснение по этой карте Аркан умеренности. Вот я люблю эту колоду за то, что она вся построена на символике. Это одна из первых моих колод. Так вот, символика в чем? Любые символы, они уходят в прошлое. И символов много. Некоторые появляются, исчезают, а некоторые с глубины веков доходят до нашего времени. Вот именно аркан умеренности здесь у нас как радуга, это возможность, да, не случайно, опять же, имеется в виду, это радуга, это уже какая-то твоя мечта, она будет реализована. Это смысл реализации, смысл что-то продолжать, но пока умеренность, да. У нас изображен еще ирис, да, и именно фиолетовый в этой карте, хотя прообраз это ирис болотный, мои дорогие. И ангел у нас изображен. Ангел, который говорит всему свое время. Но здесь нужно быть предельно внимательному, потому что изображение аркана перекликается с историческим фактом. Много веков тому назад король династии мировингов Хлодвиг, король франков, воюет с готами. И вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема. Ну, он на то и был король, что он мог себя, знаете, как эмоции свои взять под узцы. Как и негативные какие-то, или, знаете, такие скорые, когда хочется одним махом все как будто перерубить, переломать, лишь бы тебя оно больше не мучило. Но и где-то иллюзия, они тоже есть. А у него был расчет. И вот он, видимо, продумывал, что я могу рационально сделать. Тут мера ответственности за себя, король, и за свое войско, за своих людей. Именно на нем, на одном. И он прогуливался вдоль Рейна, поскольку умел иметь вот это рациональное мышление, холодную голову. Вот для чего вам она необходима, да? Король мечей. И он заметил, что болотный рис, мелкие желтые цветы, растут вдоль реки и уходят вглубь. Хлодвиг знал, что это цветы растут на мелководье. И рационально вот такая подсказка, альтернативная, которую он увидел, это была к тому, что они переправятся ли мне с войском вброд. Другой бы сказал, это иллюзия. Или это, ну, какая-то, если не иллюзия, то авантюра. Да, это между иллюзией и авантюрой. Но он все просчитал и поступил именно так. Пока готы спали, он с войском переправился на другой берег. В последующем он становится королем. Ну, я уже опускаю этот факт исторически, много популяризировано, даже фильмы сняты. И можно долго беседовать на эту тему. И поверьте, истина всегда где-то рядом. Но вот этот болотный ирис здесь нам в колоде изображен как фиолетовый пурпурный цвет, а это знак небесного благословления, как будто еще. Но то, что мы знаем геральдическая лилия, или называем мы ее еще флёр-де-лис, это вот как раз пришла из глубины веков тоже, мои дорогие. Это лилия. И это еще до принятия христианства, этот как бы символ входит в многие религии мира. Вот поэтому дождаться удобного момента, когда себе сказать «пора», не теряя самообладания,
И вот это хладнокровие, когда себе нужно сказать, а вот теперь пора. И это где-то будет что-то кардинально новое, как вы прежде не делали. И до вас никто так не поступал. И это словно на грани. Вам просчитать придется, потому что другой бы сказал, а не, это иллюзии, это вот этот абсурд или это авантюризм. Между иллюзиями и авантюризмом и рациональное мышление, как по Урану. Интересно. Что скоро случится, мои дорогие? Давайте достанем. В итоге, к чему это все идет? Может быть, случится, может быть и прояснится. Что же будет дальше, в ближайшие дни? Как будут разворачиваться события? Вот как будто есть такая фраза «будь на стреме». Вот что-то подобное. Что будет в ближайшие дни? Ну, явно какая-то пауза. Может быть, пауза в плане документов, понимаете? И вот смотрите, вот интересно, 2 семерки, ожидания. Вот ни разу нам карты не говорят о том, что ваш адрес, в вашу сторону кто-то делает первый шаг. Вот правда, посмотрите, первый ряд. Вы только сами инициируете продолжение какой-то темы, какого-то важного дела или то, что вы хотите получить точно. И вот она пошла активность, второй ряд. 8 жезлов, карта трансформации. Быстрой новости, еще какой-то новости. То есть, кто ищет, говорят, тут всегда найдет. И если вы проявляете активность, то тогда вы ее и получаете. Ну, или, по крайней мере, вы движетесь, ищете, ну, понимание по конкретному вопросу или способ решить этот вопрос, найти нужного специалиста. И тогда, ну, наверное, как о боги, вот как раз 1000 дорог сходятся в одной точке, вот по 8 жезлов что-то подобное у вас и происходит. И не теряя времени даром. Поэтому тут как будто в ближайшие дни ваша жизнь, она так вот убыстрится. И, может быть, это будет связано с тем, что вам вот как раз и придется, подпоясавшись, быстренько собраться, скорректировать собственные планы, с кем-то встретиться, увидеться, провести какие-то важные переговоры или важные встречи. И нельзя это оставить на потом. И даже если вы что-то распланировали, да, какую-то, ну, есть уже у вас то, что распланировано, мы можем трактовать 7 пентаклей как ваш план на день, план на неделю, к примеру, да, придется корректировать, какую-то рутину пересмотреть. И у вас может быть вопрос, который связан даже с человеком, который, знаете, с одной стороны, может быть, кем-то из ваших близких, кстати, или кто-то из ваших близких вам донесет какую-то информацию, подкрепляющую. Может быть, это ваше дело, тема, которую вы задумали. Это не просто путешествие, допустим, в одиночку. Или само дело касается не вас самих, а еще кого-то из ваших близких. Вот здесь могут быть и перемещения точно так же. И вам придется либо это учитывать, и одновременно будет, мои дорогие, то, что вас будет радовать. Факт. Вот как-то вы шаг за шагом действуете, активничаете, и проясняется действительно. Но тут нам говорят, ты не попадись во власти эмоций, потому что, опять же, нужно будет что-то материальное просчитать. Математический какой-то расчет, и тогда победа у вас в кармане. Карта победителя. Я должна предвосхитить немножко. По этой карте, правда, у вас получится решить какой-то вопрос. И у кого чего тут касается, вот первой карты, переложите на себя, потому как тут явно какая-то запутанная история у кого-то из вас есть. И вы выходите победителем. Может быть, вам и придется принимать, кстати, Соломоново решение. Вот это я не исключаю. А после еще контролировать. Тут как только вы ослабите внимание или думаете, я могу успокоиться, оно пошло по какой-то накатанной колее. Миг пойдет все наперекосяк, потому что эту победу вам нужно продолжать и одновременно свои позиции сохранять. Что будет дальше? Приготовьтесь к тому, что нужно быть внимательным. Вам тут действительно люди могут обещать что-то, но сами они этого делать не будут. Или люди вам еще столкнутся
вы их встретите, точнее, или столкнетесь с ними. Когда говорят одно, действуют как-то по-другому. Это карта вора, мои дорогие. Семерка мечей нас всегда принимает, ну, призывает к тому, чтобы мы были очень внимательны. Причем тут двояко. Обратите внимание, именно в этой колоде человек как будто такой довольный, да? Забирает 5 мечей, а 2 оставляет. Вокруг темно. И вот там, как охрана, часовой какой-то стоит, отвернут, да, повернут, точнее, человек лицом совершенно в другом направлении. И почему доволен наш герой? Есть вот такое значение — забрать свое. Может быть, это у вас решается какая-то история. Прежде вы не могли, потому что в отношении вас тут была какая-то двусмысленность, или это было где-то ваша какая-то наивность, кстати, а теперь уже наивность пропала, и вы не можете прежним способом решить эту ситуацию, но вы можете ее обойти и именно забрать свое. Ведь человек не забирает вот эти 2 меча, как будто он говорит: это мне не принадлежит, мне это не нужно, а вот свое я тоже никому не отдам. Как и на самосохранении, безусловно, и карта говорит, в ближайшие дни, мои дорогие, вы можете столкнуться с фейковой информацией, с какими-то ложными обещаниями. Нельзя быть наивным отнюдь. И более того, берегите кошельки, сумочки, портмоне, проверьте пароли аккаунтов. Все-таки цифровая эпоха, она накладывает на нас обязательства правильно, умело. Не все, может быть, ссылки открывать, которые вам приходят на почту или в мессенджерах. Помните, ну, мы себя должны беречь, а перепроверять, откуда что к нам пришло. Потому что, ну, не поддаться на какие-то происки или уловки. Мы точно вот должны свое-то не потерять. В этом есть смысл. Но и одновременно быть внимательным к тому, что происходит вокруг. Это вот все то, что я где-то говорила по 6 жезлов. Ваши ресурсы вам нужно сохранять. И к чему это все идет? Что ждать в ближайшие дни? Вам еще придется, мои дорогие, постоянно словно фильтровать информацию. Ну и где-то, может быть, будут такие моменты, когда вам придется неизбежно корректировать собственные планы. Может быть, вы еще в последующем не раз их будете корректировать, и от каких-то позиций сегодняшних вы завтра откажетесь, потому что эта карта, мы приводим мысли в порядок, тело в порядок, даем себе отдых, для вас отдых будет важен. Уставшие люди делают ошибки. Здесь воин сложил оружие. Значит, есть какие-то ситуации, куда вам ни время, ни силы не нужно тратить, кому-то что-то там доказывать, а вот как будто вверху у нас карта умеренности. И все то, что я говорила, вот это имеет для вас смысл. И вот, видимо, вот эта пора, оно еще где-то будет в последующее время, да, не совсем ближайшие дни, а может быть, ближайшее время, это где-то месяцы, да, или недели, тут у каждого по-своему. А может быть, несколько раз, как тому Хлодвигу, вам нужно будет по такому, как бы, собственному расчету проделать какую-то траекторию или совершить важные шаги. Я-то тут вижу, у вас тут будет первый шаг, но, видимо, еще есть какие-то последующие, когда, знаете, мы идем как на ощупь. Вот есть такой, вот такая траектория в ближайшее время, это не совсем ближайшие дни. Но вот к этому надо приготовиться, чтобы правильные какие-то решения принимать. Голова должна быть свежая, буквально. Поэтому и отдых необходим. Будьте рациональны. Если видите, что-то не работает, как выметайте этот мусор ненужный или какой-то, может быть, предположительно вашу идею, но если вы видите, что это не срабатывает, нет смысла настаивать, лучше быстрее что-то переиграть на новое или посмотреть, найти какой-то новый вариант. Вот тут именно нам как может помешать, если мы в чем-то уверены и думаем, что дай-ка раз попробую, да, не получилось, я все то же самое сейчас заново начну. Нет, тут нужно что-то будет вам передумывать. Ну и где-то вторят аркан умеренности и все то, что я сказала. Ну и 7 мечей тоже, собственно, потому что 6 жезлов. У вас какая-то на кону, в ближайшие дни будет победа. Пусть она маленькая,
Но это как начало, начало. А самое главное, ясность в вашей жизни где-то будет, по крайней мере, в каком-то пункте значительно больше. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю вас за вашу спонсорскую помощь и поддержку моего творчества, моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.